Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и мы продолжаем с вами общаться по поводу трудностей в обучении у детей и их преодолении. По многочисленным просьбам выпускаем новые ролики про дислексию. Дислексия делится на фонематическую, аграмматическую, семантическую, мнестическую, оптическую и тактильную. Меня очень часто просят рассказать по видам дислексии и рассказать, что в каждом случае делать. Однако я не вижу смысла рассказывать и систематизировать виды дислексии. В моем опыте нет ни одного ребенка, который бы обладал четко выраженным одним типом дислексии. Обычно у детей не получается много компонентов сразу, поэтому я не вижу смысла рассказывать и делать классификацию, и использовать здесь научный подход. Тут нужно идти скорее от проблемы. То, что у ребенка не получается, с тем и работаем. Первое, что вам нужно принять, это тот факт, что ваш ребенок никогда не будет выглядеть для учителей таким, как другие дети. Он всегда будет от них отличаться. Другой факт – это то, что самая большая ошибка – заставлять ребенка делать то, что у него физически не получается, что он еще сам не освоил. У него еще нет способа что-либо сделать, а его просят это сделать. Вашей целью должно стать, чтобы ребенок учился с удовольствием, чтобы ему нравилось учиться, и чтобы при этом самооценка у него была высокая. А не то, чтобы он конкретно сейчас сделал то или иное задание, несмотря на его слезы, несмотря на то, что он никак это не понимает. Заставлять его делать что-то, что у него не получается, это самое последнее дело. Делайте это за него. То есть в начале, когда он, например, у него не получается переписать какое-то упражнение, вы можете переписать за него это карандашиком, а его попросить, например, диктовать это вам по словам. Если у него не получается записать что-то столбиком по математике, вы просите его диктовать вам примеры, а вы их записываете карандашиком, а он потом обводит. Через некоторое время, повторяя за вами то, что вы сделали по образцу, он научится в конечном итоге делать это самостоятельно, без всяких слез, обид, без потери мотивации. Ваш ребенок не читает. По какой причине он не читает? Он не распознает буквы, он не может слитно читать. Любая причина, почему он не читает, мы лепим буквы из пластилина. При любой проблеме, в которой ребенок не читает, мы начинаем с лепки букв из пластилина. И для начала вам понадобится алфавит. Вы кладете перед ребенком алфавит, и ребенок начинает лепить буквы. У меня колбаски уже заготовлены, ребенок пусть сам раскатает колбаски приблизительно вот такой величины. Почему ребенок не запоминает буквы? Дело в том, что буквы все состоят из одних и тех же элементов. Например, «р» и «я». То есть буквы, они абсолютно из одних и тех же элементов состоят, из палочки и кружочка. И туда же добавляется еще буква «Б», которая тоже непонятно, как это запомнить. Тоже она состоит из одних и тех же палочек и кружочка. Ребенок не может запомнить последовательность элементов и тем более синтезировать их. Ему это сделать сложно. Что мы делаем в этом случае? Помимо того, что мы лепим буквы из пластилина, мы запоминаем буквы ассоциативным образом, то есть с помощью идентических образов. Например, вот букву У легко запомнить, если как уши у кролика. Ребенок легко запоминает букву У. Букву Б легко запомнить как белка. Мы просим ребенка самому придумать образы, с помощью которого он запомнит эти буквы. Например, дать ему заготовку на листочке написанная буква, а он должен ее дорисовать до какого-то образа, чтобы ее лучше запомнить. Еще один такой способ. Мы кладем букву ребенку на руку. Эта буква может быть сделана из пластилина, и может быть буква сделана из синильной проволоки. Можете сделать буквы из картона, любых подручных материалов. Итак, мы кладем букву, например, это буква И. И просим ребенка запомнить, как она лежит у меня на ладошке. Вот если он пишет правой рукой, мы кладем ему на левую руку. И обращаем внимание, что буква И начинается с указательного пальца. Пусть вам ребенок это сам скажет. И тот хвостик, который выходит на указательный палец, он, видите, свободный у нас, да? И заканчивается она там, где кончается ладошка. То есть он запоминает ее, как она у него лежит.
мы убираем ее с ладошки, и ребенок сам пишет эту букву несколько раз на ладошке. Потом вы ему пишете эти буквы, и он их ощущает. Таким способом ребенок просто придумывает способ, как ее запомнить. Так можно поступить абсолютно с любой буквы. Второй способ. Дети с дислексией лучше мыслят от общего к частному. Им легче запомнить какой-то образ целиком, чем синтезировать его из элементов. Вначале мы просим ребенка запомнить несколько слов из карточек. Вы можете сами сделать эти карточки. Сейчас в интернете много картинок. Набрать картинки, сделать к ним подписи. Можете воспользоваться вот нашей из методикой глобального чтения. Можете взять любые другие карточки. Вы просите сначала ребенка запомнить слова. После этого он у вас должен... Это у нас подробно рассказывается в обучении чтению и работа с карточками в роликах. После того, как он начнет у вас узнавать слова с другой стороны, не используя образов, а просто словами, мы начинаем работу с буквами. Мы можем ему закрывать, брать марблс или какие-то пуговицы и, например, взяв слово «тигр», закрыть пару букв на карточке и спросить его, что здесь было за буквы. Пусть сам вспоминает, что это были буквы Т и в этом случае Г. Он может эти буквы нарисовать на бумаге, он может их слепить, те, которые вы закрыли, и вспомнить, что здесь такие буквы. Закрываем слово «врач». Так, сколько в слове «врач» было букв? Ага, 4. Закрываем такой, да. Такой же фигурой. Мы вспоминаем, ну можно такой же фигуру, можно просто спросить его, например, а под каким камушком у тебя была буква А? Хоба, проверяем. Зрительная память еще тренируется. Так, и также делаем со словом «глаз». Существует множество книг, которые предлагают работать с дислексией и где сразу даются упражнения по типу вот как здесь у меня. То есть когда ребенку просят догадаться, что это слово, и доставить букву. Дело все в том, что когда ребенок еще не читает, и когда ребенок читает плохо, у него нет образа слова. И просить его доставить букву, для него это крайне сложное упражнение. Это упражнение скорее подойдет, когда вы у него снимете все проявления дислексии, и тогда он начнет у вас делать вот эти упражнения. Это будет показывать, что у него уже дислексии нет. Но когда вы работаете с дислексией, давайте ему такие слова сразу, то есть, как я предлагаю, вы сначала даете слово, он его выучивает, а потом вы загораживаете у него буковки, а не сразу даете слово, которое он видит первый раз без букв. То есть вот это крайне не рекомендуется, это крайне сложно детям сделать. И кроме разочарования это ничего не приносит. Мы с вами работаем с карточками, фотографируем слова, запоминаем их. После этого можем закрывать буквы и называть то, что пропало. Обязательно при этом лепим слова. И лепим мы слова до тех пор, пока ребенок не научится у вас распознавать любую букву, которую вы ему пишете на ладошке или на спине. Пока он не зачитает слитно и хорошо. Дело в том, что тут самая большая проблема у детей с дислексией в том, что у него постоянно происходит стирание следов памяти. И ребенок забывает и буквы все равно, и слова забывает, и читает именно из-за того, что у него постоянно это забывается. Поэтому пока у нас не получится устойчивой картинки, пока он устойчиво не запомнит все буквы, мы продолжаем с ним лепить. И обычно на лепку уходит год. Вот приготовьтесь к этому и лепите с детьми слова год. Из пластилина можно лепить не то, и словарные слова, и буквы, и целые предложения, и можно даже писать. Еще один способ работы я предлагаю, это следующий, для того, чтобы ребенок запоминал буквы. Вот у меня вышли такие прописи, они называются сензитивные прописи отличника, который ставит хороший почерк. И в этих прописях есть такое упражнение. Тут в конце даются буквы, которые письменные. Вы можете сделать такие же буквы печатными для начала. И для упражнений вам понадобится калька и копирка. Для начала мы кладем на буквы, которые у нас с вами напечатаны.
кальку. И просим ребенка, вот, например, берем, работаем с буквы А, поставить точки на этой букве так, чтобы когда мы снимем кальку с образца, он мог его нарисовать, эту букву сам. Я сейчас поставлю. Например, ребенок ставит на букву А вот точки. Дальше мы снимаем с буквы кальку и просим его воспроизвести буковку. Также мы можем использовать для этого копирку. То есть тут мы берем лист бумаги, подкладываем под наш листок копирку, и ребенок также ставит точки опорные, чтобы потом воспроизвести букву. Детям эти упражнения очень нравятся, они с удовольствием обводят буквы таким образом, им очень нравится, это как эксперимент. Сначала дети ставят много точек, и в дальнейшем мы просим их уменьшать количество точек и все равно повторять букву. Например, мы можем в результате обойтись даже 3 точками, пусть он по 3 точкам вспомнит и нарисует буковку. Сегодня мы разобрали несколько способов. Еще раз повторю, с чем мы работаем. Мы лепим из пластилина, фотографируем карточки, запоминаем слова целиком, называем слова по буквам, закрываем в этих словах буквы и просим ребенка вспомнить, каких букв нету. Можем также заниматься подсчетом букв в слове. Это очень полезное упражнение, когда вы закрываете все буковки, например, пуговичками или marbles, и просите ребенка вспомнить, сколько было буквок и какие были буковки под каждым из marbles. Дети это любят очень, эти упражнения. Мы используем для прохождения букв кальку и копирку, то есть копируем эти буквы по-разному и тоже тем самым запоминаем, как они выглядят. Пишем буквы на руке, пишем буквы на спине и занимаемся лепкой слов. Лепкой слов целиком и названием по буквам этих слов. Спасибо за внимание. С другими проблемами мы разберемся в следующих роликах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте нам ваши комментарии. Нам будет гораздо легче рассказать вам о том, что вас действительно интересует, прочитав ваши комментарии. Спасибо за внимание.